Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать ко мне на канал. Турецкие фильмы и турецкие сериалы очень популярны во всем мире. Занимают второе место после Америки по популярности просмотров. В Турции сериалы, конечно, очень любят, особенно турецкие домохозяйки. Это просто неотъемлемая часть их жизни. Но сегодня я хочу вам рассказать не о сериалах, а о фильмах, турецких фильмах, основанных на реальных событиях, взятые из реальной жизни людей. Эти драматические события происходили во время Корейской войны в 1950 году, где турецкий солдат старшина Сулейман на поле боя нашел корейскую девочку, ей было 5 лет, где она осталась круглой сиротой, и долгое время он за ней ухаживал и был вместо отца. Но через 15 месяцев ему пришлось возвратиться в Турцию по окончанию своей службы, и он дал девочке свое обещание, что они обязательно встретятся. Девочке он дал имя Айла, фильм так и называется. В этом фильме очень хорошо показано культура отношения к детям в Турции. Я здесь живу больше 5 лет, и я до сих пор удивляюсь, как они относятся к детям. Они очень любят детей, они очень добродушно к ним относятся. Для турков нет детей своих и чужих. Для них дети есть дети. Дальше вы все события посмотрите уже в самом фильме, а то вам будет неинтересно. А на самом деле эта история закончилась тем, что они наконец встретились, но в глубокой старости был этот солдат, где-то ему было под 80, то ли 90. В общем, история очень трогательная, и без слез вы ее просто не будете смотреть. Этот фильм о любви родителей и детей, о безусловной любви. Эту роль играет потрясающий талантливый актер, мне он очень нравится. Он еще играл в знаменитом сериале «Хюррем и Султан Сулейман». Он играл их мальчика, который с горбом, потрясающий актер. Здесь он играет умственно отсталого отца 7-летней девочки, где его развитие осталось на уровне 5-летнего ребенка, где он попадает в тюрьму за убийство дочери генерала, в которой он, конечно же, не виноват. Где он обещает своей дочери вернуться, и они обязательно встретятся. В камере с ним сидело 10 мужчин разных возрастов, и у всех разная статья. Но с большим жизненным опытом, со своими историями. Они, в общем, помогают ему. Интересный сюжет, в общем. Его приговорили к смертной казни, но его эти сокамерники будут спасать. В общем, интересно, смотрите. Фильм называется «Чудо в камере номер 7». Это очень трагический фильм о том, как была девушка, и муж над ней издевался. В оконцовке она погибла от его рук. Тоже очень печальный фильм, трогающий до глубины души. Этот фильм о женском насилии, о бытовухе со стороны мужчины, не только физическом, но и психологическом. Эта острая проблема стоит во всем мире, в том числе и в Турции. Если вам интересна эта тема, я подробно сняла видео. Внизу под видео оставлю вам ссылочку. Исторический фильм вышел пару месяцев назад в кинотеатре, но пока что к просмотру его нету, но в ближайшее время, я думаю, он появится. Называется он «Берген». Еще один новый фильм вышел в кинотеатрах, но сейчас он доступный тоже и на телевидении. Этот фильм о молодом парнишке, если не ошибаюсь, ему на тот момент было 16 лет. События все происходили в Трабзоне. Мальчик, который вырос в очень бедной и многодетной семье, который очень рано потерял отца. На тот момент в этом регионе была усиленная военные операции, которые были связаны с ликвидацией точек террористов, где дали задание военному командиру разобраться и найти эти точки. Эта местность славится своей красотой природы, горными густыми лесами. В этом фильме очень хорошо показано, как в Турции развит дух патриотизма даже у молодых мальчиков. Командир, приехав туда на задание, случайно знакомится с этим мальчиком. Я приехала на тот момент как раз в Турцию, я помню эти события, гремела во всех новостях. Этот мальчишка показал логово, показал вот этот цитадели,
террористов, и его в оконцовке убили, его и начальника этого Комутана. В Турции очень уважительно, очень с гордостью относятся к солдатам, которые погибли при исполнении своего задания. Их называют шехитами. Их всех показывают в новостях, фотографии, семьи, в общем. Мальчишка этот не актер, но его выбрали на роль случайно. Он подходил, и он очень отлично сыграл эту роль. Это военный фильм о Дарданельской военной операции, длившейся с 1915 по 1916 год. В ходе Первой мировой войны это была очень страшная кровопролитная война с очень большими потерями. По инициативе Британской империи с целью захватить Стамбул. Было очень много погибших турецких солдат. Даже есть в городе огромный вот этот памятник. Город называется Чанаккале, и фильм тоже называется Чанаккале. И даже в честь этой битвы 18 марта у них идет День памяти. Если вам было интересно это видео, обязательно подпишитесь на канал и обязательно поставьте лайк для моего канала, и для меня это очень важно. И когда я провожу какие-то опросы, я очень всех настоятельно прошу мне на них отвечать. За счет ваших ответов я потом подбираю видео. Выключи. Я не знаю, как получилось.